Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про автофокусный объектив для камер с сенсором APS-C формата TT Artisan 35 мм f1.8. Где-то с месяц назад они присылали уже мне для обзора свой маленький прикольный такой блинчик 27 мм f2.8, который в эквиваленте получается 40 мм приблизительно. Довольно неплохое, кстати, оказалось стекло. Он не так уж ужасно фокусируется, при том, что они только начали делать с шаговыми двигателями фокусировки, пока еще достаточно сырые, конечно, с точки зрения автофокуса объективы. Но, тем не менее, не так ужасен, как могло бы оказаться, и очень даже резкий, хотя там и других недостатков кое-каких хватало, но все же он и стоит тоже очень дешево, как и наш сегодняшний герой. Ну а сейчас вот как раз отправили один из самых свежих объективов, который у них вышел. Он появился в продаже 20 ноября. И я хочу напомнить вам, что вообще у меня независимые обзоры абсолютно ни от кого, то есть даже при том, что мне объектив сам производитель прислал, я говорю про него все что угодно и, естественно, не обойду никакие недостатки стороной. Я же все-таки честный человек, и если вам нравится честность, можете поддержать меня на Бусти по ссылочке в описании. Также можете, кстати, заодно еще и в телегу подписаться. У меня там группа, куда я, в общем, частенько выкладываю фотки из обзоров. Как раз сможете посмотреть на результаты, я там скину файлами, что там этот объектив из себя, в общем, представляет, разобраться для себя. Ну и также, если вам будет вдруг интересно, я оставлю также тоже в описании ссылку на AliExpress, там, где можно, в общем-то, его довольно дешево купить. В прошлый раз у меня был объектив под байонет Nikon Z, у меня, собственно, Z30 для записи видео как раз используется, поэтому я легко нашел, на что его нацепить. Ну а сейчас они прислали объектив, к сожалению, только лишь с байонетом оказался у них свободен, Fujifilm XF, а у меня ни одного фуджа в доме, как назло, не оказалось. Не то чтобы я там прямо как-то их там ненавижу, но просто в данный момент у меня Fujifilm просто нет ни одного под рукой. Ничего, с этим вопросом я тоже разобрался, договорился с ребятами из F-Sale, они мне предоставили камеру XE3 для того, чтобы можно было такой нормальный здравый обзор сделать. И я специально взял именно камеру с матрицей на 24 мегапикселя, потому что все-таки стекло достаточно дешевенькое, скорее всего оно плохо бы разрешало какие-нибудь суперсовременные APS-C камеры, у которых 40 мегапикселов. Я так предполагаю, поэтому здраво рассудив, что 16 мегапикселов в принципе уже старье, 40 это уж перебор, но на 24 я и остановился, собственно. Вообще была, конечно, мыслишка, не прикупить ли мне себе какой-нибудь Fujifilm, чтобы, просто для каких-то спонтанных тестов всегда в доме лежал. Не обязательно, чтобы это была дорогая тушка. Но, во-первых, там не так уж много моделей, которые мне были бы интересны. Я, владел разными Fujifilm'ами и не самыми хуевыми, то есть у меня там X-Pro 2 была, X70, много типа всяких было, X100S, в общем, и тестировал я кучу всяких разных Fujifilm'ов, и что-то мне не особо они как-то большой интерес вызывали. Занятно с некоторыми из них поиграться какое-то время, но не более того. Вообще интересно, наверное, была бы мне серия XA. То есть камеры такие достаточно урезанные, упрощенные, и при этом еще не с X-Trans матрицей, а с обычным байеровским фильтром. И вообще совершенно непонятно, что сейчас происходит на вторичном рынке с Fujifilm, да и вообще с другими разными камерами. Почему-то Fuji стали невероятно дорого стоить, некоторые там в 2-3 раза стали дороже, чем их красная цена, на мой взгляд, потому что большая часть тех Fuji, которые сейчас на рынке там представлены, они и уже в довольно плачевном состоянии, они изначально, в принципе, сделаны многие тяп-ляп, то есть прям вообще хреновенькое качество изготовления. Там в этих камерах много на чем сэкономлено, и мне совершенно непонятно, почему они вдруг такие дорогие стали, почему вдруг какая-то там народная любовь появилась, или почему-то они стали, может быть, раритетными какими-то. Объяснить это все никаким повышением курса доллара я не могу, потому что там совершенно невменяемые цены, даже если учесть курс доллара. Да ладно, хватит уже причитать. Все равно найдутся дурачки, которые готовы баснословные деньги тратить на разное барахло, абсолютно почти что бесполезное.
Давайте-ка лучше поговорим вот как раз про наш сегодняшний герой. Он является как раз противоположностью всяким дорогим вещам. Он максимально недорогой, просто предельно дешевый, стоит всего лишь 150 баксов, и при этом вроде как сделан не так уж плохо, и кое-какой даже перформанс способен выдать. Традиционно для вот этой компании TT Artisan объектив сделан полностью из металла, но при этом он не особо тяжелый. То есть он реально металлический корпус имеет, и вообще весь конструктив из металла. Ну там тубус, наверное, здесь только вот пластиковый, в который все это вставлено. Ну, в общем-то, при этом он не тяжелый. Влагозащиты здесь, конечно же, нет. То есть никакой здесь резиновой юбочки, нигде никаких уплотнений не будет. За те маленькие деньги, которые он стоит, это было бы странно ожидать. Как нет здесь и колечко для изменения диафрагмы, как это было у предыдущего объектива, про который я рассказывал от этой компании. Но здесь также есть с разъемом USB Type-C вот такая док-станция. Она по умолчанию, это просто задняя крышка с контактиками для того, чтобы, если что, свежие прошивки устанавливать. А так из органов управления здесь нет никакого, знаете, там переключателя на мануальный фокус и автоматический. Стаба здесь тоже, конечно же, никакого нет. Только одно вот здесь большое, широкое такое кольцо для ручной фокусировки. Оно электронное, крутится в любую сторону сколько угодно. Ну, тоже, кстати, металлическое, с приятными такими ребрышками. Немножко пыль собирает, потому что, не знаю, почему-то как-то липнет к ней пыль. Но, тем не менее, сделано довольно качественно. И что отрадно, кстати, при фокусировке, вот здесь никакой тубус нигде не гуляет взад-вперед, вся фокусировка происходит внутри корпуса объектива. Ну, это гораздо приятнее, и ощущается как-то более серьезно, что ли, подход. Диаметр светофильтра 52 миллиметра. И в комплекте идет, кстати, симпатичная довольно-таки бленда. Сейчас покажу. Сейчас вот здесь метки совмещу, поверну. Она тоже металлическая, к слову сказать, и у нее вот такое вот квадратное оконце. Ну, помимо того, что она и защищает, она еще и такая придает секси вида немножко. И собран, в общем-то, объектив отлично, ощущается прочным, никаких шатаний, люфтов нигде я здесь не наблюдаю. Автофокус у этого объектива работает действительно уже чуть пошустрее. Ну, видимо, все-таки на программном уровне они как-то смогли там подразобраться, что к чему. И, в общем, автофокус реально стал чуть пошустрее, чем у предыдущего объектива, который я пробовал, 27 мм f2.8. Тот блинчик все-таки относительно этого был медленный. Но, конечно же, он все равно не очень быстрый, хотя он даже отрабатывает, в общем-то, следящие какие-то режимы, там, отслеживает лица и так далее. То есть, каких-то скачков, рывков особых я там не заметил. Немножко пощелкивает, он не абсолютно бесшумно, кстати говоря, фокусируется. Все-таки шаговый двигатель фокусировки здесь, STM. Небольшие щелчки есть, особенно если ты там видео записываешь, их, наверное, будет слышно, если у тебя на камере микрофон прикреплен. А так, в принципе, довольно-таки плавненько все это работает. И фокус, конечно, хуже, чем у родных объективов, само собой, да, фуджовых. И он даже хуже, пожалуй, все-таки не столь значительно, но хуже, чем у Вилтрексов или у Sigma, например. Как там обстоят дела у недавно вышедших объективов под фудж Sirui или Sirui, я не знаю, как там правильно говорить, из серии Снайпер. Я пока что без понятия, их я в руках не держал, ни один из них вообще не пробовал. Мне кажется, в России они еще даже не появились, но когда появится, обязательно попробую, вам расскажу. И что довольно интересно, объектив я тестировал в такой период, когда в Санкт-Петербурге, наконец, после такого затяжного, теплого достаточно, такого, не знаю, месяца, в ноябре было, в общем-то, не очень-то холодно. Был при этом туман в этот день, когда я тестировал, в основном большую часть снимков сделал. И резко ударили морозы, и поэтому все покрылось прикольной такой, не знаю, изморозью, все заледенело, в воздухе витали такие, знаете, ледяные кинжалы, потому что в Питере вообще влажность высокая, тем более после тумана резко, когда мороз въебывает. Вы примерно представляете, как это выглядит. И мне хотелось очень много всяких вещей в макро поснимать, какие-нибудь листочки заледеневшие, там, какие-нибудь, не знаю, там, веточки, еще какую-нибудь такую мелкую фигню, потому что это действительно красиво, заодно и резкость можно посмотреть, да, у объектива, как он будет это все
передавать детализацию вот эту всю. Но с макро тут реально облом, потому что объектив это 35 мм f1.8, что в эквиваленте, в общем-то, сколько там, 52 мм получается на APS-C камерах. И у него при этом минимальная дистанция фокусировки аж 60 сантиметров. Вдумайтесь, 60 сантиметров — это охренеть как далеко. Даже полнокадровые полтинники не имеют, блядь, такой далекой дистанции фокусировки. Так что с макро очень тут тяжело. Приходится прямо отходить постоянно, потому что ты рефлекторно пытаешься сфокусироваться, как будто это нормальный какой-то объектив, но нет, он не дает тебе это сделать, приходится подальше отходить от объекта съемки, и уже не так все это красиво, это совсем уже не макро, в общем, даже для любительского макро это так себе. С резкостью здесь тоже все не слава богу, ну не то, что прям там совсем катастрофа, потому что, ну, центр кадра, он всегда резкий, даже на открытой максимально дырке. В принципе, с резкостью в центре все более-менее в порядке, но вот края, они, ну, очень уж слабые. То есть, причем от закрытия диафрагмы они не то чтобы сильно как-то улучшаются. Даже на f5.6 там, или на f8 края, ну, выглядят довольно-таки плачевно, на мой взгляд. Ну, конечно, с прикрытием диафрагмы немножечко ситуация, да, выравнивается, но все равно, то есть края так себе остаются. А дальше, если ты закрываешься, то там уже начинает дифракция просто, опять же, детализацию съедать. И я практически все время снимал, чтобы, да, было все-таки максимально резкое изображение на f5.6 и на f8, опять же. И даже на этих диафрагмах все равно сохраняется виньетка довольно ощутимая. Ну, понятно, что она прям супер заметная только на f1.8, но если вот присмотреться, там небо какое-нибудь сфоткал или какой-нибудь однородный тон светлый относительно, да, то, в принципе, даже на f5.6 виньетка заметна весьма. Ну, этим же грешил и 27 мм f2.8, и там точно так же, как и там, я могу сказать, что на посте можно это исправить. Виньетка — это не такая уж большая проблема, но все равно вы должны понимать, что оптически этот объектив, конечно же, слабее любых там каких-либо конкурентов, какие существуют, там и родного какого-нибудь 35 мм f2, там и какой-нибудь Zeiss Tuit 32 мм f1.8. Ну, короче, с более крутыми и более дорогими объективами смысла большого его сравнивать я не вижу, потому что, ну, он стоит прям в разы дешевле, там, раза в 2, в 3 дешевле, чем любой объектив, который ты можешь помыслить, в принципе. Сферических элементов в конструкции вообще нет, но зато есть несколько ED-элементов, и в принципе они неплохо справились с хроматическими аберрациями, что я никак не могу не отметить. Реально, вот каких-то серьезных хроматических аберраций я на снимках не увидел, хотя старался поставить объектив прямо в какие-то сложные условия, снимать через кучу каких-нибудь веток, где, где, короче, прям должны там фиолетовые каемки какие-то там, не знаю, циановые поползти по всему кадру, ну или хотя бы в краях где-то появиться. Не, с хромотой там прям все очень даже хорошо. Боке на прикрытой хотя бы до f4 диафрагме уже обзаводится с такими нормальными гайками, хотя, казалось бы, у объектива 9-лепестковая диафрагма, но она, видимо, не очень хорошо скруглена, поэтому уже на f4 заметные гайки появляются. Но вот на открытой, там на f1.8, на f2 очень приятное, нежное боке, очень хорошее размытие, там кружочки такие нежные, знаете, ну просто на открытой бокешка, вот зона нерезкости прям замечательная. Так что я думаю, что этот объектив вообще для каких-то любительских девчачьих портретиков вполне себе покатит, потому что, ну, во-первых, бокеха реально красивая,
небольшая мыльноватость на открытой диафрагме, она даже скорее тут пойдет как бы на пользу. Кожу не так сильно придется редактировать тебе потом на постобработке. Ну и в общем-то ТТ Артизан 35 мм f1.8 не то чтобы, да, там какие-то звезды с неба хватает, но это неплохой, дешевый аналог копеечного полтинника для кроп-камер. Для байонетов он существует Fujifilm, Nikon Z и для Sony E. Ну, он только для кропов. На полный кадр он как 35-ка не будет работать. Ну, еще, прежде чем самому делать обзор, я посмотрел несколько западных других обзоров от других блогеров, ну, потому что они просто быстрее успели это сделать, быстрее оттестировали, быстрее, видимо, получили, чем я сам этот объектив. И там я увидел, что они показывали, какие серьезные проблемы с засветками и бликами у объектива, опять же. Причем прям такие жесткие, катастрофические какие-то засветки, там на лампу наводишь, у тебя там просто какие-то разводы по всему кадру херачат. Я же как ни старался, какие бы я источники света там не снимал, разные лампочки, там фонари, солнце, собственно, снимал, никаких таких вот прям засветок ужасных я не увидел, ну там немножко бликов, таких зайчиков было, но вот прям таких засветок, как я увидел в тех ранних западных обзорах, здесь я не обнаружил. Не знаю, в чем причина. Возможно, может быть, им как раз из-за того, что они очень быстро этот обзор сделали, может быть, у них какие-то препродакшн были версии, может быть, какие-то там с херовым просветлением попались. Но в моем случае как бы с засветками все было более-менее окей. Не знаю, почему так. Но я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про этот объективчик. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ну, рассказывайте, да, что вы там по этому поводу думаете. Может быть, кто-то уже попробовал этот объектив или думает о нем. Я, ну, какие-то вопросы, если у вас есть, отвечу на них. Также в очередной раз напомню про мой телеграм-канал. Залетайте туда. Снимки после этого обзора появятся там документами. Можно будет их скачать, увеличить, посмотреть, как выглядит, какое там качество он выдает, собственно, этот объектив. Ну, а я желаю вам хороших снимков и всего доброго, пока.